Радость как ключ к решению проблем воспитания. Я обещала убеждать вас, что можно воспитывать детей, да и себя, кстати, тоже, на парадоксах. Сегодня как раз яркий пример этому. Скажите, можно ли жить в радости, если жизнь буквально кишит проблемами? Думаю, да, если знать, что проблема не в количестве проблем, а в нашем отношении к ним. А как делиться радостью с детьми, если на душе кошки скребут? Натягивать улыбку, что ли? Думаю, да. Радость можно вызвать по запросу именно с помощью улыбки, подаренной кому-то близкому от всей души. Конечно, прежде всего речь идет о наших детях. Кто-то скажет, что растить детей в радости могут богатые люди, у которых все-таки поменьше проблем. Или, например, что неправильно создавать детям такое уж радостное детство, а то вырастут не готовыми к жизни. Выбирайте сами. Я лишь предложу вам два варианта разного отношения к проблемам. Вариант первый. Жить своими бедами. Означает жалеть себя, искать оправдания, утешения. У других таким поведением можно вызвать сочувствие, и может даже кто-то предложит свою помощь и решит за нас нашу проблему. Но обычно все-таки проблемы, которые мы не решаем, сами по себе не исчезают. Скорее они растут, как снежный ком, и могут накрыть с головой. Я предлагаю второй вариант. Парадоксальный. Радоваться своим проблемам. Расскажу вам в качестве примера притчу. Одному человеку казалось, что он несет по жизни слишком тяжелый крест. Пошел он к Богу, рассказал о своих бедах и попросил разрешения выбрать другой крест, полегче. Бог улыбнулся и разрешил. Долго ходил человек среди крестов разного размера и, наконец, выбрал для себя маленький, легкий. «Можно мне взять себе этот?» – спросил он у Бога. «Конечно, это и есть твой собственный крест. Ты же его и хотел не оставить». Если поверить в то, что ваши трудности – это легкий маленький крест, жизнь перестанет казаться такой уж сложной, чтобы кричать или раздражаться по любому поводу. Жизнь дана не для того, чтобы ждать, когда стихнет ливень. Она нужна тогда и тому, кто хочет и может научиться танцевать под дождем. А еще проблемы хорошо растворяются во сне и во время прогулок в общественных местах. Там они превращаются в обычные задачки, которые просто нужно подумать, как решить. Ну, а то, о чем вы не вспомните через неделю, вообще не стоит ваших переживаний. Решая свои проблемы без уныния, вы подаете хороший пример вашим детям. Представьте, они просто не запомнят большинство трудностей, если вы будете радоваться, пусть мелочам, находить повод, чтобы улыбнуться вместе с ними. Их детство тоже будет радостным и счастливым, и они смогут вырасти, умея преодолевать трудности так, как это делали вы. Конечно, все это красивые слова, но вот и практические советы о том, как можно растить детей в радости, даже если грустно. Послушайте, и если пригодится, скопируйте их для себя в описании к этому видео. А еще там же обратите внимание на одну удивительную книжку по ссылке «Азбука успеха в стихах от А до Я». В ней собраны в любимом детьми формате коротких четверостишей около 50 важных смыслов, правил подсказок, которые помогут вашим малышам, запомнив их, идти к успеху в своей жизни, не спотыкаясь на досадных ошибках. Улыбайтесь как можно чаще. Улыбайтесь конкретно вашим детям. Каждая улыбка для них – это витаминка семейного счастья. Заведите в семье правило 3 обнимашек в день. Такая радостная игра позволяет проявлять свои чувства друг к другу открыто. Позитивные эмоции выражайте ярко, а отрицательные – как можно тише и мягче. Хотите стучать кулаками по столу? Выйдите на пробежку на улице и вернитесь с улыбкой. Ищите поводы для создания в семье праздника и привлекайте к этому детей. Обязательно разрешайте детям устраивать пятиминутки беспричинной радости с криками, прыжками на диванах и раскидыванием подушек по комнате. Ничего, что придется убираться, это того стоит.
Живите с радостью, и радость будет жить с вами.